Как отец-нарцисс влияет на свою дочь? Мы сегодня поговорим с вами, во-первых, о тех механизмах, которые бывают в отношениях мужчины, отца своей дочери, который имеет ярко выраженные нарциссические черты, собственно, этой дочери, как это влияет на девочку, пока она маленькая, и какие последствия она берет с собой в свою взрослую жизнь. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим о 3 основных факторах, как же именно отец-нарцисс влияет на свою дочь. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая вещь, о которой стоит сказать, у дочери нарцисса самооценка постоянно находится под давлением. Нарцисс одобряет свою дочь только тогда, когда она соответствует его ожиданиям. Он вообще на нее смотрит через призму своего эго, такого нарциссичного. Для нас вообще важно, чтобы вертикальные фигуры, родители, попросту говоря, чтобы они нас как-то поддерживали, не знаю, поощряли, что когда мы какие-то свои маленькие детские успехи у нас появляются, чтобы нашу радость разделяли важные для нас люди, родители. И таким образом мы как будто бы получаем очень много от них одобрения, какого-то такой поддержки эмоциональной. Что же касается отца-нарцисса, он одобряет только то в своей дочери, что соответствует с его таким идеальным представлением об идеальной дочери. То есть он не сильно пытается понять, какие процессы есть у ребенка, чего она хочет. Вот она должна соответствовать моей картинке. И я только таким образом ее как-то одобряю. Таким образом девочка понимает, что ей нужно всегда каким-то неимоверным способом заслужить одобрение, что ей нужно заслужить какое-то чувствовать себя окейной. То есть такая девочка, например, она может быть отличницей, она может быть какой-то очень прилежной. У нее какие-то исключительные должны быть достижения, потому что только таким образом она может получить простую такую отцовскую какую-то любовь, или, по крайней мере, ее видимость. Во взрослой же жизни такая женщина, она зависит от чужого мнения, от чужого одобрения. Как правило, такие женщины, они достаточно социально высокоразвиты, то есть добиваются каких-то социальных успехов из-за такой своей травмы. То есть они привыкли работать больше других и добиваться больше других. Но эмоционально остается такая нестойкость, зависимость от одобрения окружающих и чувство какого-то что я как будто бы не до конца стараюсь, что я не полностью выкладываюсь в жизнь. Вторая вещь, которая происходит между отцом-нарциссом и дочерью, это то, что отец-нарцисс, он пренебрегает ее потребностями и часто как-то обесценивает ее желания, есть запрет на проявление своих чувств. То есть, грубо говоря, отец такой говорит, что что ты придумываешь или не расстраивайся, или нужно делать так, как нужно. То есть есть очень много такого требования. На самом деле считается, что родители должны детям давать достаточно много, с одной стороны, заботы, и с другой стороны, достаточно много от детей требовать, чтобы такой ребенок, будучи взрослым, мог с одной стороны о себе заботиться, и с другой стороны от себя требовать, чтобы он был какой-то социально успешным вообще. Есть перекосы и в ту, и в другую сторону. В случае с отцом-нарциссом перекос, естественно, идет в сторону, что очень много требований. То есть любые попытки как-то услышать, чего я хочу, прочувствовать свои какие-то эмоции, как-то прикоснуться к своим потребностям, эти все вещи заворачиваются, потому что ты должна быть максимально эффективной. Пока ты маленькая девочка, ты должна, быть максимально послушной, лучше всего учиться и так далее. В результате, когда девочка становится взрослой женщиной, у нее есть такой очень явный перекос, где ей очень сложно уметь заботиться о себе, очень сложно понимать свои потребности, и зато она очень хорошо умеет себя пинать, себя добивать, требовать от себя. Она очень такая эффективная. Если вы понимаете, что вам сложно понять, чего вы хотите, что вам сложно иногда какие-то свои желания вообще реализовать или просто проговорить, вы не можете близким людям сказать, чего вы от них хотите, вы можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео есть ссылки на соцсети, там пишите мне личное сообщение, и мы работаем. Потому что так бывает, что я в детстве получил заботы недостаточно много о себе, и будучи взрослым, я в принципе сам о себе как-то заботиться или не могу, или это как-то неудобно, или как-то что ли не принято у меня. То есть у меня нет этих навыков. Над этим нужно работать, чтобы можно было сбалансировать свой этот внутренний баланс заботы о себе и требования от себя. Третья вещь, которая происходит между отцом-нарциссом и его дочерью, это что дочь получает от своего отца модель токсичных отношений. То есть у нее формируется такая конструкция, где любовь равно контроль, или любовь равно, какое-то послушание, или любовь равно, когда меня человек любит, это значит, что он ко мне очень строг и очень ко мне как-то требовательно относится. В результате такая девочка, уже став девушкой, молодой женщиной, может так неосознанно выбирать каких-то манипуляторов и абьюзеров, просто потому что они, по внешним признакам похожи на то, что отец демонстрировал. То есть какой-то парень, такой он, скажем, какой-то, популярный, хулиган, такой какой-то немножко
грубоватый, как-то ведет себя так, у него шутки какие-то такие с подколами абьюзивные. И девочка прям теряет голову, потому что ну, он так вот в этом месте так похож на отца. И вот от отца я все-таки иногда получала какое-то тепло. Где-то вот там что-то было такое для меня важное. Ну, для каждого ребенка это что-то вот такое очень теплое и важное. А здесь этого пока нет, но оно, наверное, там где-то есть, потому что ну, я так это как будто бы узнаю. Это очень тонкий вопрос, что такое из отношений своих дочерних с отцом женщины переносят в свои отношения с мужчинами, как эти вещи ну, подвергнуть ревизии, пересмотреть, как из них выбрать то, что подходит, и убрать все, что разрушает. Это тоже такой тонкий вопрос, с которым нужно разбираться. Если так получилось, что ваш отец имел ярко выраженные нарциссические черты, и вы себя узнаете в этом видео, понимаете, что да, на вас это какие-то последствия там отложилось, или вы с чем-то сталкивались, я буду вам благодарен, если вы поделитесь своим опытом под видео, в комментариях. Конечно же, помните, что это публичное пространство, поэтому пишите так, чтобы это было для вас безопасно. Но если вы поделитесь своим опытом, я вам буду очень благодарен, потому что это ну, личный опыт, это такая вещь уникальная, просто невозможно ее как-то переоценить. Также ставьте лайк под видео, если оно вам понравилось. Я смотрю, какие видео набирают больше лайков, и таким образом стараюсь писать продолжение тех видео, которые ну, вам больше понравились, то есть, которые больше среди вас популярны, моих зрителей. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.